Вы знаете, как это было в басне? По-моему, это было в басне Крылова. В Вороне где-то Бог послал кусочек краба. Сегодня, друзья мои, вы у меня на столе видите здоровенного камчатского краба весом 4 килограмма. Просто посмотрите на этого красавца. При этом он еще живой. Он приехал в соленой воде. И, собственно, вот его это немного раздражает, что ему стучат по панцирю, но тут уж ничего не поделаешь. Короче, он еще живой, он шевелится. И я уверен, что он будет божественно вкусным. Сегодня мы с вами сделаем его в казане на пару с охренительным соусом для крабового мяса. Ну, плюс я расскажу пару штук, как нужно готовить крабов, если у вас есть деньги. Интересно, на цены на камчатского краба курс бакса влияет или нет? Думаю, да. Все вы знаете, в чем тема камчатского краба. Он офигительно сочен, он божественно вкусен. И он, к сожалению, охрененно дорог, потому что мы находимся не где-нибудь в Мурманске. Хотя, если бы там находились, там, по-моему, тоже их нельзя вылавливать просто так и жрать, потому что это национальное достояние. Вкуснейшее и нежнейшее национальное достояние. Готовить мы все это дело будем в нашем спонсорском казане от Биола. Биол — это офигенные сковородочки, офигенные чугунные стейковые сковородочки и антипригарные сковородочки, а также огромное количество разных казанов. Или казанов, называйте как хотите. Но и это, как говорится, еще не все. Вы прекрасно знаете, что происходит. Происходит весна. Скоро все поедут на дачи, снега уже нет, хотя его, по-моему, и не было за зиму вообще практически ни разу. Все будут покупать казаны. Друзья мои, у Биола действует акция. Чем больше казан, который вы купите, тем больше на него будет скидка. Казаны по 40 литров отдают практически даром. А у меня краб, надеюсь, влезет вот в такой вот чудесный казанчик, который у меня уже несколько лет живет от Биола. И я буду в нем готовить краба на пару. Напоминаю вам, что казан — это не только хороший способ приготовить еды на всю семью на ближайшую неделю у себя на даче или даже дома, потому что у меня есть плитка для казана. Это еще и прекрасный подарок. Пользуйтесь не только скидками от Биола, но и моим промокодиком Обломов. Ссылка находится в описании. Чего вы ждете? Все любят плов. Иди по ссылке в описании, покупай себе офигительный казан и готовь плов на всю семью. Основная фишка при приготовлении крабыча звучит следующим образом. Не ешьте краба горячим. Я понимаю, что это звучит странно, но не ешьте краба горячим. И второе, желательно не варите краба. Потому что когда вы его варите, вы из него вывариваете вкусности, грубо говоря, тот бульон, который у него находится внутри клешней. Кто-то скажет: ты дурак, а что, если просто пожарить краба, там что-то на сковородке, как-нибудь там его сварить, он что, не вкусный? Вкусный! Только он стоит дохерища денег. А вкус краба, вот этого вот чудесного крабыча, вкус раскрывается, когда он холодный. Ну, не холодный, а прохладный, комнатной температуры. Когда каждый кусочек мяса ты кладешь себе в рот, и прямо соки вытекают из этого крабового мяса. Когда же краб горячий, он похож больше на креветку. То есть ты ешь просто креветки, по вкусу креветки в 5 раз дороже, чем стоят креветки. Не надо так. Я раньше был идиотом и тоже его варил, расчекрыживал и такой: о, как вкусненько. И только потом я понял, что комнатной температуры уже остывшего краба нужно употреблять, если ты не идиот. Можно употреблять и горячим, но это то же самое, что, например, купить супер дорогущий стейк, сделать из него подошву, сожрать и думать, что ты молодец. Ты не молодец, ты идиот. Это основное. Еще тема, если вы готовите краба на пару, то есть у нас, сейчас я посмотрю, на какой решеточке он хорошо поместится, то вот в этот бульон, который будет давать пар, ну, как бы под крабом, можно ничего не добавлять. Я часто вижу, что что-то делают на пару или даже делают курицу на пивной бутылке или банке, и при этом туда, в этот бульон бурлящий, кладут там чеснок, имбирь, всякое такое. Оно не дает ничего. Особенно с учетом того, что пар внутрь хитина, внутрь крабовых вот этих вот ног, у нас, кстати, достался достаточно накачанный краб, оно не проникает вообще никак. От пара нам нужен только жар, только пар. В сам бульон можно ничего не добавлять. Мне нужно его уместить сюда. Блин, какой же он колючий. Ну, на то он и вкусный.
Друзья, я не знаю, конечно, как нам так повезло, но у нас идеально в наш казан влез наш краб, и он идеально впритык, смотрите, он идеально впритык закрывается крышкой. Это просто, это успех, это победа. Я пробовал краба, и фритюрить, и грилить — это все полная фигня. Смазывать хитин ничем не нужно, солить, перчить его сверху тоже не нужно. Максимум маслом чесночным нашприцевать внутрь, но нам это не надо, у нас будет соус. Поэтому просто краб, просто вода. Выдружаем, короче, сюда краба, вот, и врубаем самый большой жар, чтобы пошел пар. Что по времени? Когда пар повалил, прямо повалил, то есть прямо пар пошел, вода кипит, нужно закрыть крышкой, и на такого крабыча, это 4-килограммовый крабыч, на него где-то 15, 20, 25 край минут. Дальше он уже начнет как бы, ну, перевариваться, что ли. А мы займемся соусом, сейчас он начнет только готовиться. Че он сваливать начал? Он как только почувствовал, что мы его заливаем водой, он такой: оло-ло-ло-ло, вот тварь. Вода закипела, закрываем краба на 20 минут, его забываем, что он существует. Отлично. Великолепно влез. А вы скажете: отлично, краб варится, помирает там несчастный, он уже помер, с ним все в порядке будет. Точнее, с ним уже ничего не будет в порядке, но у нас все будет в порядке, потому что мы его съедим. Он варится, но с чем же мы будем его есть? Лучше всего есть краба, просто макая его в сливочное масло. Ничего больше не нужно. Но я решил запариться и сделать божественный соус к крабу. Для нашего соуса нам понадобится два соуса. Точнее, нам понадобится соус. Другой соус является ингредиентом первого. Фишка в том, что есть такой соус. В американский он называется соус А1. А-1. Это божественная вкусная штука. Для мяса, для рыбы, для всякого такого. Чтобы вы понимали, эту штуковину, соус А1, изобрели в 1831 году. То есть изобрели очень давно, и он как бы типа запатентованный. У нас купить его практически невозможно. Точнее, ну как, заказать возможно, я имею в виду просто пойти в магаз и купить это нереально. Поэтому я постараюсь его воспроизвести. По вкусу типа должно быть похоже. Соус А1 состоит просто из кучи разных ингредиентов, вы список видите просто у себя на экране. И все вот это вот мы доводим до кипения прямо вот с этой цедрой, со всякой штукой. Соус выходит очень мощный. И как правило, ну то есть вы поняли, да? Что там кетчуп, горчица, лук, чеснок, вустерский соус, соль, перец, апельсин, то есть как бы там много чего. Там бальзамика полчашки, ну там поменьше, чем полчашки, ну ладно. Фишка в том, что этот соус очень мощный, и зачастую он является ингредиентом для других соусов, понимаете? Доводим до кипения и выпариваем в пару раз, чтобы получилась такая жидкость соусная. В общем, покипятим минут 20. Запах цитрусовый, сладкий, там нужно, чтобы изюм разошелся, чтобы все это дело превратилось в офигенно насыщенную жижу. 20 минут покипятим. Где-то минут 20 прошло или типа того. Тварь. Фу, тяжелый он, мазафака. Открываем. И как я уже и сказал, обязательно крабу нужно остыть. Это, пожалуй, ключевая штука. Соус наш там выпаривается. Краб, просто посмотрите, насколько он красив. Он просто жирен и красив. Он просто прекрасен. Краб все-таки очень благодарная для приготовления штука. Он красив и до, и после. Выкладываем его под жопу, так берем, под попу, и вот так возьму, под клюв и... Ну отцепись, тварь, отцепись, да, и вот выложу на противень, вот сюда, пускай остывает. Я его просто поставлю на подоконник, чтобы он остыл. Ну и соус просто процеживаем от всего остального, вот так.
Чтобы вы понимали, какая эта штука на вкус. Мега цитрусовая, изюмно-сладкая штуковина. То есть этот соус мощный, именно поэтому мы не можем его использовать для краба. Этот соус цитрусовый, луково-чесночный, изюмный, он идет как состав другого соуса, типа того. Но, само собой, я его сохраню для стейков, для рыбы, для чего бы то ни было. Я думаю, для говядины. Для говядины отлично зайдет. И я добавлю в него остроты. Я думаю, что Red Devil будет в самый раз. Вот так. Основной же более мягкий соус у нас состоит из 3 чайных ложек сушеной горчицы и стакана майонеза для начала. Немножко вустерского, и все это дело взбиваем. И теперь все это дело мы балансим сливками и нашим соусом, вот А1 цитрусовым соусом, который мы сделали. Вливаем немного сливок, замешиваем. Потому что пока что это чистый майонез с горчичкой. Вливаем еще немного сливок, замешиваем. Отлично. Все эмульгируется, мгновенно превращается в однородную массу. И супер цитрусовый наш соус. Вот я сейчас добавлю 2 столовые ложечки, замешаю и буду пробовать, потому что он супер мощный. И в итоге, когда мы все это забалансили, получается пикантный, слегка цитрусовый, достаточно жирный. Но вы помните, что крабы и так макают сливочное масло, соус. Ну а, собственно, тот соус, который мы сделали типа А1, его мы оставляем для остальных блюд. Что касается краба. Краб у нас подостыл. Вот, и я сейчас попытаюсь из его башки сделать тарелку. Вот эти вот жиденькие внутренности черепа краба можно подъедать, но тут уж на любителя, кто-то выедает, кто-то нет. Все само по себе солененькое, потому что краб живет в соленой воде. Мне нужна вот эта башка, которую мы слегка промываем, и она превращается просто в тарелку. И все, что из жбана натекло, мы добавляем тоже в наш соус. Перемешиваем, потому что оно мгновенно растворяется, потому что это крабовый вкус. А дальше в разделке краба нет ничего сложного. Отрываем сначала ноги. Да, смотрите, просто офигенно. Любое мясо, которое вы можете найти в так называемой розе краба, то есть там, где у него внутри клешни уходят ноги, само собой сжираем. Не переваренное мясо краба практически само вываливается из ног. Зацените. Ногу просто берем и отламываем. Смотрите. Это просто мясо краба, которое оттуда вывалилось. Теперь берем ногу, берем нож. И просто вынимаем оставшееся мясо. Просто мясо краба. Не забываем про то, что вот здесь в суставах, где мы их выламываем, тоже остаются огромные кусманы мяса. Чуть ли не больше, чем в самих клешнях. Ну и где-то там какие-то кусочки просто вынимаем пальцем или чайной ложечкой. Ладно, давайте сначала попробуем крабовое мясо с нашим соусом. Офигенно заходит с крабом, даже несмотря на то, что мне показалось, что соус немножко горьковат из-за горчицы. Но, когда немного этого соуса на сочной крабовой палочке, в прямом смысле крабовой палочки, а не типа из рыбы, никакой горькости не чувствуется. Идеально дополняет. То есть, прям, я не знаю, просто вот так окунаешь кусок крабового мяса, и этот соус, не я его придумал, но дополняет краба
он великолепно. Конечно же, этот соус, который там А1 мы сделали, не макайте туда краба, он слишком мощный. Если же вы не хотите ничего необычного, если можно считать обычным краба за 16 тысяч, неважно, короче. Если вы хотите просто супер вкусного краба, не запариваясь со всякими соусами, делаем так. Берем чеснок, мелко-мелко его крошим. И теперь кидаем кусок сливочного масла в наш жбан. И присыпаем чесноком. И отправляем в микроволновку на 3 минуты, где-то на 600 ватт. И, собственно, вот сюда, в это сливочное масло, можно 3 минуты подождать, пока оно настоится с чесноком. Можно макать краба. Оно пахнет просто божественно. Но, конечно, краб с чесноком и сливочным маслом, не делайте его горячим. Не жарьте его. Когда он вот комнатной температуры, он максимально... Я не знаю, как вам показать. Посмотрите. Посмотрите на эту, крабовую палочку. Вы посмотрите. Это из нее прямо льется, и все это полно вкуса. Но есть, собственно, и третий способ употребления крабового мяса. Я опять хотел сказать крабовые палочки, но это будет неуважительно. Берем рисовую бумагу, но сначала режем немножко зеленого лучка. Вот так. Оп, 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 оп. У нас есть зеленый лучок, берем рисовую бумагу. Вот она. Немножко ее вот так рукой просто водой смачиваем. Совсем капельку. И накладываем зеленого лучка. Блин, обожаю запах зеленого лука, просто божественный. Немножечко краба, так сказать. Вот так. Чесночка или того соуса, который вам нравится, или ничего. Или ничего. Ничего тоже отлично подойдет. И больше ничего не нужно. Просто берем и все это дело вот так заворачиваем. Примерно через 40 секунд рисовая бумага становится мягкой. Ну и, собственно, мы получаем ролл с крабом. Пробуем. И я так себе представляю, какой-то чувак сейчас: да не, вот сейчас-то это все стало невкусным. Я не знаю, сколько за это денег можно требовать. Много. Много. Это очень вкусно. Но рисовая бумага, она не чувствуется. То есть лучок, чеснок и вот это сочное крабовое послевкусие божественное. На самом деле, сегодня мы в основном вот по таймингам видео делали вот этот соус. Ну, не по таймингам видео, а по таймингам моего шоу. Я в основном рубил все для соуса А1, хотя по факту я мог просто сделать на пару краба и с чесночным маслом, вот с этим божественным чесночным маслом, просто окунать туда куски крабового мяса, вот так, и просто его есть. Но тогда мне сказали бы, что я мудак, потому что это не рецепт. А так мы сделали дофига соуса, очень вкусного соуса, идеально заходящего к крабу, и это рецепт. Блин, какой же вкусный, сука, краб. Это вам не креветки и даже не лангусты, и не речные там какие-нибудь раки-медведки, и не лангустины. Прям, блин, краб, сука, вкусен, жирен и красив. Напоминаю, что делали мы все это дело в казане от Биола, ссылка находится в описании, и огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Пишите, пожалуйста, в комментарии, что я зажрался. И самое главное, дорогие подписчики, напишите мне, как мне можно зажраться еще сильнее. С вами был славный дружа Обломов. Кушайте вкусно, кушайте много, кушайте нежнейше. Всем пока. Сука, этот краб. Он просто... Я обожаю краб. Я обожаю крабовое мясо. Ничего. Знаете, и кто-то скажет, зажрался, но я вот серьезно, я ненавижу, не то что ненавижу, я не особо уважаю черную икру. Она вкусная, со сметанкой, да, в послевкусие. И черная икра вкусненькая. Но она за свои деньги прям просто, типа, а краб, он прям на каждую копейку, прям, он охеренный.